Здравствуйте, уважаемые зрители канала Лада Ладная. Мята – полезные лечебные свойства. Сегодня человеку известно примерно 300 видов мяты, однако широкое распространение получили только около 20-25 видов этого растения. Но в народной медицине используют в основном мяту перечную. Главным отличием мяты от других видов растений является, конечно же, ее аромат. Однако аромат мяты перечной намного сильнее, чем у ее сородичей. 12 невероятно полезных свойств мяты. Мятные листья обладают несомненной пользой для здоровья. По этому поводу было проведено несколько исследований, которые подтвердили предположения ученых. Мята улучшает пищеварение, освежает дыхание, улучшает концентрацию. Она выступает в качестве антибиотика, помогает уменьшить симптомы аллергии, справиться с головной болью, очистить носовые пазухи. Мятный чай не содержит кофеин, поэтому принимать его можно в любое время суток. В состав листьев перечной мяты входят эфирные масла – ментол, ментон и лимонин. Именно ментол придает мяте характерный аромат, знакомый каждому. Также это вещество отвечает за охлаждающие свойства мяты. Многие пьют мятный чай из-за его приятного вкуса и запаха, но не все знают, что он обладает пользой для здоровья. Этих свойств не менее 12, и все они доказаны наукой. 1. Снимает боль и расстройство кишечника. Потребление перечной мяты помогает избавиться от избыточного газообразования, уменьшить вздутие живота. Проведенные на животных исследования позволяют утверждать, что содержащиеся в растении вещества способствуют расслаблению мускулатуры органов пищеварительной системы, тем самым облегчая боль. Гладкие мышцы кишечника перестают активно сокращаться, благодаря чему спазмы становятся менее выраженными. Принимать капсулы с маслом перечной мяты могут люди, проходящие химиотерапию раковых опухолей, так как они способствуют уменьшению интенсивности таких симптомов, как тошнота и рвота. Это было установлено в ходе проведения исследования с участием 200 человек. 2. Снимает головную боль и мигрень. Есть данные, что мята помогает уменьшить головную боль. В ее состав входит ментол, который усиливает кровоток, а также дает ощущение прохлады. Ученые предполагают, что боль становится менее выраженной именно за счет этого эффекта. Было установлено, что при нанесении масла переченой мяты на виски и на лоб головная боль отступает. Эффект развивается спустя 2 часа. В исследовании приняли участие 35 человек. В результате гипотеза ученых была подтверждена. Относительно мятного чая таких исследований не проводилось, но есть предположение, что вдыхание его аромата позволяет делать головную боль менее интенсивной. 3. Освежает дыхание. Неспроста перечную мяту в качестве ароматизатора используют в зубных пастах, в ополаскивателях для рта и в жевательных резинках. Помимо приятного аромата, она обладает антибактериальным эффектом, способствуя уничтожению микробов, которые размножаются в зубном налете. В результате дыхание становится свежее. Мята препятствует размножению микробов во рту, тем самым освежая дыхание. Есть предположение, что аналогичным эффектом обладает мятный чай. 4. Облегчает носовое дыхание. Мята обладает антибактериальным, противовирусным и противовоспалительным эффектом. Поэтому чай на основе этого растения можно использовать для борьбы с насморком при ОРВИ, простуде и гайморите. Ментол, входящий в состав перечной мяты, улучшает восприятие воздушного потока в носовой полости. Поэтому вдыхание паров мятного чая позволяет облегчить дыхание при заложенности пазух. Есть данные, что мятный чай, наряду с куриным бульоном и другими теплыми жидкостями, принимаемыми внутрь, устраняет заложенность носа. 5. Снимает ощущение усталости. Усталость в дневные часы негативно сказывается на работоспособности в целом. Мятный чай заряжает энергией, помогает легче преодолеть явление астении. Есть предположение, что соединения, входящие в состав перечной мяты, благотворно влияют на энергетический потенциал организма. В исследовании с участием 24 здоровых молодых людей было установлено, что они меньше уставали при выполнении когнитивных тестов, если получали капсулы, содержащие перечную мяту. Также экспериментальным путем было установлено, что вдыхание ароматов мяты позволяет преодолевать дневную сонливость. 6. Снимает менструальные боли. Доказано, что мята обладает способностью расслаблять мышцы, поэтому неудивительно, что она помогает уменьшить интенсивность болезненных спазмов при менструации. 7. Природный антибиотик. Научным путем было установлено, что масло перечной мяты обладает антибактериальным эффектом. Есть доказательства того, что оно проявляет активность в отношении кишечной палочки листерии, сальмонеллы. Кроме того, было доказано, что масло перечной мяты губительно для стафилококков и микробов, вызывающих развитие пневмонии.
Еще один антибактериальный эффект перечной мяты – это уничтожение микробной флоры, обитающей в ротовой полости. 8. Нормализует сон. Мятный чай – это идеальный напиток перед сном, так как в нем нет возбуждающего сознания кофеина. Кроме того, мята выступает в качестве миорелаксанта, помогая расслабить организм. 9. Помогает в похудении. Все желающие избавиться от лишнего веса могут заменить обычный чай мятным. Он имеет нулевую калорийность и обладает приятным сладковатым вкусом. Мятный чай помогает уменьшить аппетит, а значит отказаться от переедания. Однако исследования относительно его использования для похудения недостаточно. 10. Снимает аллергию. В состав химической формулы перечной мяты входит розмариновая кислота, которая позволяет уменьшить симптомы аллергии – зуд в глазах, насморк и даже астматический кашель. 11. Улучшает вашу концентрацию и память. Мята помогает лучше концентрироваться на работе. Причем эффект развивается как при вдыхании его паров, так и при приеме внутрь. 12. Это идеальный напиток. Мятный чай обладает приятным вкусом, поэтому его легко ввести в рацион. Можно использовать магазинный пакетированный или листовой чай, а можно вырастить растение самостоятельно. Рецепт приготовления мятного чая. Довести до кипения 2 стакана воды. Выключить конфорку и добавить в воду горсть рваных листьев мяты. Накрыть емкость крышкой и оставить на 5 минут. Процедить напиток. Пить его можно в любое время суток. Его принимают после еды, чтобы нормализовать пищеварение. Вечером чай пьют для улучшения качества сна, а днем – для повышения концентрации и получения заряда энергии. Лечебные свойства мяты для женщин. Разнообразный химический состав обуславливает лечебные свойства мяты для женского организма, а именно уменьшение боли при менструации, снятие неприятных симптомов климакса, помощь в борьбе с лишним весом, уменьшение воспаления в органах малого таза, нормализация гормонального фона, улучшение состояния кожи и волос, улучшение работы сальных желез, повышение тонуса дермы. Можно ли беременным пить мяту? Беременным женщинам мята не запрещена, но пить напитки на ее основе нужно с осторожностью и в небольших количествах. Превышение дозировки может привести к усиленному сокращению матки и стать причиной выкидыша или преждевременных родов. Ограничение обусловлено содержащимися в растении эстрогенами. При нормальном течении беременности мята способна принести организму будущей матери несомненную пользу. Мятный чай позволяет устранить симптомы токсикоза, избавиться от головных болей, снять нервное напряжение, нормализовать сон, уменьшить отеки. Полезен напиток женщинам с метеоризмом и запорами. Противопоказания к приему мяты при беременности – низкое артериальное давление, варикоз, аллергия на мяту. Принимать больше 1-2 стаканов слабого настоя мяты в день беременным не рекомендуется. Если у женщины есть сомнения, лучше проконсультироваться с врачом. Можно ли кормящим женщинам мяту? Кормящим женщинам пить чай с мятой можно. Чаще всего ее начинают добавлять в напиток на 3-4 месяце беременности. Но если со здоровьем матери и младенца все в порядке, то допустимо ее использование с 1-го месяца после родов. Считается, что мята в небольших количествах способствует улучшению лактации. Ее прием позволяет нормализовать процесс переваривания пищи и избавляет от метеоризма. Это свойство полезно не только кормящей матери, но и ребенку, страдающему от коликов. Потреблять мяту нужно умеренно и только после предварительной обработки. Чтобы понизить содержание эфирных масел и ментола в свежих листьях, нужно 2-3 раза ошпарить их кипятком, после чего промыть холодной водой. Только после этого их можно заваривать и пить в виде чая. Больше 1 стакана в день кормящая женщина принимать не должна. Мята для жирной кожи лица. Мята нормализует процесс выработки кожного сала, поэтому ее можно использовать для улучшения состояния дермы. Для достижения оптимального эффекта ее пьют в виде настоя, а также делают с ней маски. Рецепт маски для жирной и комбинированной кожи. Измельчают 10 листочков свежей мяты. Натирают на терке половину огурца с кожицей. Смешивают компоненты и добавляют к ним 1 столовая ложка лимонного сока. Смесь выкладывают на лицо на 20 минут, после чего смывают теплой водой. Завершают процедуру нанесением крема, подходящего для ухода за жирной кожей. Пить настой мяты можно в чистом виде. Для улучшения вкуса и повышения пользы напитка в него добавляют 1 чайную ложку меда. Польза мяты для мужчин. Для мужчин особой пользой обладает мятный чай. Достаточно выпивать по 1-2 стакана в день, чтобы получить следующие эффекты: повысить сопротивляемость организма стрессу, нормализовать работу половой системы, снять тревожность и напряжение, повысить либидо, повысить качество сна. Для мужчин, занимающихся тяжелым физическим трудом, мята особенно полезна, так как она позволяет расслабиться после рабочих будней,
а также уменьшить боль в пояснице, суставах и мышцах. Однако потреблять мяту нужно в умеренных количествах, не больше 2 стаканов в день, так как она содержит фитоэстрогены, вещества, аналогичные женским половым гормонам. При их переизбытке у мужчины могут начаться проблемы с потенцией. Рецепты использования мяты в народной медицине. В народной медицине используется мята как болеутоляющее средство и мощнейший антисептик. Также многие советуют полоскать отваром мяты ротовую полость в случае зубной боли или воспаления в горле. Кроме того, она полезна при болезнях желудка и спазмах. Отвар мяты для беременных женщин. Мятный отвар отлично помогает при тошноте у беременных женщин и слабой ферментации. Заварите столовую ложку мяты в 2 стаканах кипятка и оставьте на 10 минут. Его можно употреблять внутрь или обмазывать кожу в случае зуда. Отвар мяты при гастрите и изжоге. Мята отлично повышает аппетит и помогает при гастрите и при изжоге. Заварите 2 чайных ложки сухой мяты в стакане кипятка и оставьте на 30 минут, после необходимо процедить. Принимать по 60 мл перед утренними или вечерними приемами еды. Мятный чай при ОРВИ. Мятный чай отлично помогает при простудных заболеваниях, бронхите и ангине. Отвар готовится довольно просто. Заварите столовую ложку мяты небольшим количеством кипятка, а позже используйте как обычную заварку. Дополнительный эффект может быть достигнут при использовании такого чая с лимоном и медом. Настойка при мигрени. 15 капель настойки помогают справиться с головной болью. На 70% спирте необходимо настаивать мяту в течение недели. Соотношение следующее: 1 столовая ложка мяты к 20 столовым ложкам спирта. Принимать по 15 капель на стакан воды каждый день. Масло из мяты обладает положительным эффектом при ингаляциях, а также используется в приготовлении примочек, которые помогают избавиться от грибковых заражений на ногтях. Для этого вам необходимо измельчить листья и стебельки растения до кашицы и залить кипятком. Все, что получилось, заверните в тонкую ткань и приложите к пораженному участку кожи. Оставьте на 5 минут, а после промойте и промокните место чистым полотенцем. Повторяйте дважды в сутки. При эрозии матки. Эфирное масло мяты используют для лечения эрозии матки. Для этого необходимо приготовить масло из 10% настойки мятных листьев, смешать с подсолнечным или прованским маслом и выпарить спирт на водяной бане. Ванны с мятой помогут вам расслабиться и снять усталость. Для их приготовления используют 50 грамм листьев на 10 литров воды. Мятные примочки помогут убрать круги, покраснения или раздражение на ваших глазах. Для этого вам понадобится залить 2 столовые ложки мяты, 500 мл горячей воды, прокипятите все на медленном огне в течение 10 минут. Процедите отвар и приложите ватные диски, смоченные в отваре, на веки на 2 минуты. Процедуру можно повторять до 4 раз в сутки. Кстати, паровые ванны из мяты отлично удаляют красные точки, уменьшают количество воспалений на лице и обладают хорошим антисептическим свойством. Настойка мяты перечная для роста волос. Ускорить рост волос можно с помощью настойки перечной мяты. Чтобы быстрее отрастить длину, ее наносят в виде маски. Способ применения – смешать 2 чайные ложки меда, 1 чайную ложку сливок, 1/2 чайной ложки настойки, 1/2 чайной ложки оливкового масла. Нанести полученный состав на сухие или влажные корни волос, распределить остатки по всей длине. Накрыть голову полиэтиленовой пленкой, укутать полотенцем и оставить для оказания воздействия на 30 минут. Вымыть голову с применением шампуня. Маску используют 1 раз в неделю в течение 1,5 месяцев. Мята для похудения. Диетологи активно используют мяту при составлении диет, призванных избавиться от лишнего веса. Мята помогает худеть, так как она обладает следующими свойствами: активизирует обменные процессы, разгоняет метаболизм, усиливает перистальтику кишечника, благодаря чему пища переваривается быстрее, нейтрализует процессы брожения и гниения в ЖКТ, стимулирует отток желчи, принимает участие в липолизе, процесс расщепления жиров, помогает избавиться от запоров, так как обладает легким слабительным эффектом, снижает уровень кортизола, который препятствует потере веса. Калорийность листочков минимальная. В 100 граммах свежей мяты содержится всего 49 килокалорий. Мятный чай можно пить перед физическими нагрузками, чтобы повысить их эффективность. Однако перед едой его потреблять не следует, так как он стимулирует аппетит. Полезно пить воду с лимоном и мятой. Напиток готовят в ночь, заливая 5 листочков мяты 0,5 литра воды. После завтрака делят объем на 2 порции, добавляют немного лимонного сока и пьют по стакану утром и вечером. Автор – врач-фитотерапевт Соколова Нина Владимировна. Благодарю вас за просмотр. Напоминаю, что данное видео имеет только информационный характер.
Для лечения необходимо обратиться к врачу. Если вы еще не подписаны, то сейчас самое время подписаться и включить колокольчик. Поделитесь этим видео в социальных сетях. Будьте здоровы и заходите ко мне на канал, чтобы не пропустить новые видео.